Сотни дронов атаковали Россию, российские военные пытают мирных жителей в Волчанске, а журналисты нашли еще одного коррупционера в Минобороны РФ. В студии Нехта самые важные и интересные новости. В Туапсе горела нефтебаза, в Новороссийске порт, а Севастополь остался без света. Но российская Минобороны сбила все. Вот, молодцы. Российские военные берут в плен и расстреливают жителей Волчанска. Украинская полиция и военные снова призывают немедленно эвакуироваться. А тут бої почалися, вже автоматники бігають по вулиці. І ми, коли з кілометрів пройшли. Офшор на Кипре, секретные поместья на Рублевке и дети с гражданством США. Журналисты рассказали о роскошной жизни замминистра обороны РФ. Он был назначен на должность заместителя министра обороны. Дорогие зрители, я все вижу. Вы не поставили лайк этому видео, поэтому сделайте это прямо сейчас. Так, наше видео YouTube покажет еще большему количеству людей. Кроме того, там вот слева есть кнопочка «Спасибо», и так вы можете еще больше поддержать нашу работу. Ну а мы врываемся в новости. Мощная атака беспилотников на российские регионы. Все горит и взрывается, но в целом все хорошо, успокаивают местные власти. На НПЗ Роснефти в Туапсе произошел пожар из-за атаки дронов. Возгорание якобы было оперативно локализовано и пострадавших якобы нет. О, слышь? На эстакаду прилетело. На эстакаду. А в Новороссийске местные жалуются в соцсетях, что слышали более 35 взрывов. Дроны атаковали морской порт. Предприятие было обесточено. Это станция Новороссийск. Железнодорожная станция. Тут бочки. Только что взорвался. Взорвали одну дроном. Сейчас еще там дроны летают. Жужжат. После атаки беспилотников в городе прекращал работу общественный транспорт, отменяли занятия в школах, перекрыли некоторые улицы, а на железнодорожной станции горела нефтяная установка. Впрочем, местный губернатор успокаивает, все под контролем и благодарит за хорошую работу ПВО. Благодарен нашим военнослужащим за слаженную и качественную работу. Силами ПВО было подавлено более 10 беспилотников. В результате падения аппаратов возникли локальные возгорания, которые сейчас ликвидируются. По предварительной информации пострадавших нет. Прошу новороссийцев сохранять спокойствие и не выкладывать фото и видео работы наших средств ПВО в социальные сети. Ну а в оккупированном Севастополе обломки сбитых дронов повредили подстанцию. Нарушена подача электричества, сообщил назначенный Россией якобы губернатор города Развожаев. Оккупационные власти временно приостановили работу школ и детских садов. В городе отключение света. Ух. Сейчас будет ударная волна. Это бэк взорвался. Понимаю, что есть дети, которых уже привезли в садики. С ними будут заниматься воспитатели до тех пор, пока малышей не заберут родители. Прошу всех отнестись к ситуации с пониманием. Сотрудники коммунальных служб прилагают все усилия, чтобы восстановить работу энергосистемы как можно скорее. В Белгородской области дрон атаковал автомобиль, в котором находилась семья из 3 человек, сообщил губернатор Гладков. 2 из них погибли. Гладков, не отрываясь от утренней пробежки под сирены, сообщил подробности. Других часть выкрытия это должны сделать каждый из вас. Потому что жизнь – это самое дорогое, что есть у человека. Но пока постараюсь по порядку. Ночь прошла тяжело. У нас опять 2 погибших. Жители поселка Октябрьские. Ну а в российском Минобороны все хорошо, они все сбили. Всего дронов было более 100. Половина якобы уничтожена была над оккупированным Крымом, 44 над Краснодарским краем, 6 над Белгородской областью и 1 над Курской. Вот, молодцы.
Российские военные снова взялись за старое. Они берут в плен и расстреливают жителей Волчанска. По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, до 16 мая в северной части города продолжалась эвакуация. А теперь в эту часть пришли военные России. Они не разрешают гражданским уезжать. Ситуация в городе сложная. Ворог, помимо того, що обстрілював постійно евакуаційні групи, які потрапляли під обстріли в місті Вовчанську, ще й завдав удару по евакуаційному центру, де здійснювалася перегрузка цивільних осіб, внаслідок чого лікарі в кількості 4 осіб зазнали ушкоджень. Голова військової адміністрації та 1 цивільний. Украинские полицейские ежедневно вывозят гражданских из-под обстрелов и призывают к немедленной эвакуации. Некоторым жителям удается уйти и самим. Александру пришлось пройти 15 километров с 3 собаками и попугаем до Харькова, пока его не подобрали полицейские. А тут бої почалися, вже автоматники бігають по вулиці. І ми коли з кілометрів пройшли на велосипед, їх вів на бардачку заднім попугай. Це Тошка. Тошка, каже, звіздою вже встала бути сьогодні. Це Крошик. Ну як їх оставиш? Ну не погибнете. Вооруженным силам Украины удалось остановить продвижение россиян в Харьковской области. Россия расширила зону активных боевых действий почти на 70 километров. Об этом сообщил главком ВСУ Сырский. Основные усилия оккупанты сосредоточили на направлении Стрелеча-Липцы и на захвате Волчанска. Прорвать оборону ВСУ россиянам не удалось. Главная сейчас проблема украинской стороны в этой атаке России на Харьковскую область – это дефицит личного состава, и, собственно, дефицит, в принципе, техники тоже, потому что пока что она поступает недостаточно быстро, как этого хотелось бы. Поэтому приходится постепенно отступать. Ну, конечно, по первым дням этой атаки судить о масштабе проблемы все-таки, наверное, я бы сказал, что некорректно, потому что эти быстрые продвижения в первые дни были осуществлены за счет того, что это такая приграничная полоса, это серая зона, где всегда было довольно-таки легко там зайти и выйти. У России тоже есть такая приграничная серая полоса. Именно по ней, поэтому мы видели все эти рейды РДК в Белгородской области, где они, казалось бы, спокойно пересекали российскую границу, заходили в населенные пункты приграничные. Вот то же самое. И сейчас, если посмотреть по последним дням, последние дни, которые были этой атаки, то темп там довольно-таки заметно упал. Наступление России под Харьковом не будет успешным, заявил генерал НАТО Кристофер Кавали. Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе отметил, армии РФ не хватает навыков и способностей, чтобы воспользоваться любым прорывом. Несмотря на то, что Россия ведет наступательные операции в Харьковской области, Кавали не уверен в том, что это полномасштабное летнее наступление Москвы. Нет, у русских нет достаточного количества для того, чтобы достичь стратегического прорыва. Мы не верим в это. Более того, у них нет навыков и способностей, чтобы это сделать, чтобы проводить большую операцию, чтобы воспользоваться любым локальным прорывом для достижения стратегического преимущества. Шри-Ланка направит в Россию высокопоставленную делегацию, чтобы выяснить судьбу сотен граждан страны, которые участвуют в войне против Украины на стороне России. В начале мая власти страны начали расследование сообщений о том, что ее граждан, в основном с военной подготовкой, заманивают для участия в войне в Украине на стороне России. Власти острова получили 288 жалоб от членов семей граждан, нелегально уехавших воевать против Украины. Минимум 16 отставных военных там погибли. Основная проблема заключается в определении точного числа таких лиц, находящихся в России. По неофициальным данным, в России находится примерно от 600 до 800 шри-ланкийцев. Офшор на Кипре, Шурины взяточники и секретное поместье на Рублевке. Издание «Можем объяснить» опубликовало расследование о роскошной жизни замминистра обороны РФ Алексея Криворучки. Он там главный по обеспечению армии оружием. Z-каналы сообщали, что сразу несколько замов Шойгу после его отставки написали заявление об увольнении, в том числе и Криворучка. Но на сайте Минобороны он по-прежнему числится замминистра. Журналисты отмечают,
отвечают, ему есть чего опасаться. По образу жизни Криворучка мало чем отличается от других арестованных генералов. Кроме того, его жена Екатерина Торопова имеет паспорт главного западного гегемона США. Впрочем, как и дети генерала. Криворучка, он же не только бизнесмен. Понятно, что бизнес — это была какая-то там его особая задача до 2018 года. Потом он был назначен на должность заместителя министра обороны. Но при этом сохранил свой контроль над тем самым концерном Калашников. Нам рассказали, что там директора ставятся исключительно лояльные ему люди. Он получает откаты за это. Тенево управляет вот этим самым холдингом. И вот, собственно говоря, вот со всего этого наваривается, покупая себе автомобили люксовые, покупая недвижимость на Рублевке. Наши коллеги из Фонда борьбы с коррупцией рассказывали, как он путешествует в Америку, и у его жены Екатерины Тороповой есть дети, которые родились в Америке, кстати, да, и претендуют на ее на гражданство этой страны. Но в утечках написано, что, кстати, и сама Екатерина Торопова, жена бывшего или нынешнего заместителя, да, министра обороны, тоже имеет американское гражданство. И никаких претензий Криворучка не предъявляли. Друзья, большинство наших просмотров не монетизируется. Независимая команда «Нехта», ведущие, редакторы, монтажеры, дизайнеры работают исключительно благодаря вашей поддержке. Мы получаем ее со всего мира. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране. Мы вам очень благодарны за поддержку. Если вы хотите присоединиться к их числу, нажимайте на кнопку слева от видео или становитесь постоянным спонсором. Кнопка под этим роликом. На этом у меня все. Прощаюсь с вами. До новых встреч.